Можете начинать. Да, спасибо большое. Я рад приветствовать тех, кто сейчас подключился на мою лекцию. Ну, представлюсь, да, я научный директор Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук Михаил Мягков. Берлинская операция, штурм Берлина, окончание Великой Отечественной войны. Вы знаете, для меня всегда, когда я изучал эту операцию и в архивах, и по литературе, всегда волновало два основных вопроса. Как наши солдаты, советские солдаты, последние дни и часы Великой Отечественной войны при штурме Берлина шли в атаку, шли последний решающий бой, конец войны. Но они жертвовали своими жизнями. И они спасали и мирных жителей, об этом еще поговорим. Как это могло произойти? Неужели не было страшно? Неужели не хотелось выжить, вернуться домой? И второй вопрос – это отношение самих немцев, отношение самих берлинцев к нашей Красной Армии. Почему так произошло, то что да, годы Второй мировой войны большинство из них поддерживало гитлеровскую политику нацистов. Но когда пришла Красная Армия, стали звучать уже другие голоса. Стали звучать голоса, что да, вы пришли, вы освободили нас от нацистского режима, от коричневой чумы. Как произошла трансформация и когда она произошла, трансформация немецкого общества в 1945 и последующие годы. Ну, давайте по порядку. Берлинская операция. Еще в феврале 1945 года, в начале февраля, войска фронта маршала Жукова, Первого Белорусского фронта, вышли к Одеру и захватили на его западном берегу плацдарм. Жуков сходу хотел развернуть дальнейшее наступление на Берлин. Об этом говорят документы. Вот интересный момент о том, что уже в начале февраля от союзнических миссий в Москве, английской и американской, пришла информация, что немцы перебрасывают с Западного фронта на Восточный фронт 6-ю танковую армию СС. И она готова ударить по флангам фронтов маршала Жукова и маршала Конева. Конев командовал Первым Украинским фронтом, который действовал чуть южнее фронта Жукова. Жуков, получив эту информацию от советского генштаба, приостановил наступление на Берлин. И развернулись бои на флангах. В Померании, у побережья Балтийского моря, в Силезии. Потом пришла информация о том, что 6-я танковая армия СС под командованием Запад Дитриха, она была переброшена не на белорусский и украинский фронт, а на озеро Балатон. Именно там немцы повели последнее контрнаступление в Великой Отечественной, во Второй мировой войне. Мы обратились к союзникам, что и как. Те стали извиняться, говорить о том, что это, видимо, была непроверенная информация. Но, возможно, на мой взгляд, они хотели тем самым замедлить наше продвижение к Берлину. Дело в том, что тогда и Черчилль, премьер-министр Великобритании, и Монтгомери, командующий английской группировкой в Европе, были полны решимости взять Берлин первыми. И об этом свидетельствуют тоже документы. Вот, например, документ от 1 апреля 1945 года. Черчилль пишет Рузвельту. Рузвельт тогда еще был живой. Черчилль пишет о том, что с политической точки зрения нам следует продвигаться к Германии как можно дальше на восток. И в том случае, если Берлин окажется в пределах досягаемости, мы, несомненно, должны его взять. Черчилль обосновывает свою мысль следующим образом. Если русские, а наверняка не сделают, захватят и Прагу, и Вену, и еще и Берлин, не создастся ли у них слишком преувеличенное представление о своем вкладе в войну. Вы понимаете, английская спесь, английское вот это чванство, оно в полной мере сегодня, тогда 1 апреля проявилось. И как это можно расценить? Захватить Берлин раньше русских, для того, чтобы иметь более выгодные перспективы послевоенные в Европе по сравнению с Советским Союзом. Это факты. И факты говорят о том, что Эйзенхауэр писал письмо Сталину, и Сталин ему отвечал. И в конце концов, командующий их союзными экспедиционными силами в Европе Дуайт Эйзенхауэр, будущий президент Соединенных Штатов Америки, отказался. И отказал и Черчиллю, и Монтгомери в продвижении союзных западных войск на Берлин. Они должны встретиться на Эльбе, что действительно произошло 25 апреля 1945 года. Это, конечно, была знаменательная встреча, которая произошла уже во время штурма советскими войсками Берлина, но хотелось бы буквально одну минуту на ней остановиться.
ну, общепринято то, что, да, и фотографии облетели весь мир, когда наш лейтенант Сильвашко встретился с лейтенантом американской армии Робертсоном. Эти фотографии обошли буквально весь мир. Но за 2 часа до этого, 25 апреля, лейтенант Кацебу американской армии и наш лейтенант Глобородько встретились в районе Таргау на Эльбе. Это было действительно потрясающе. Не знали, да, мы английского языка, они русского языка, но все равно объяснялись, да, знаками, жестами. Американцы и мы пытались взять какой-то сувенир. Они звездочки, какие-то пуговки, да, а мы какие-то часы и так далее, и так далее. То есть это была подлинная народная демократия, цвела сирень. Вот этот запах сирени, встреча, дух окончания войны, они в полной мере свидетельствовали о том, что да, Германия раздроблена на 2 части, скоро конец войны. И вот эта встреча сегодня, да, мы помним о нее в нашей России. Американцы во многом ее забывают. Но мне кажется, память о ней нужна сегодня больше, она всем нужна, но она больше все-таки американскому обществу нужна. И недавние заявления совместно Путина, нашего президента, и Дональда Трампа о встрече на Эльбе, о том, что надо объединять усилия, когда есть главное мировое зло, и надо его победить, она как раз об этом свидетельствует. И встреча на Эльбе тоже об этом свидетельствует. Сегодня, да, у нас многие угрозы. Терроризм, коронавирус, да, тем не менее, да, мы должны объединить усилия, как это было во Второй мировой войне, чтобы поразить и устранить вот это главное мировое зло. Так, 1 апреля 1945 года Сталин вызвал себе в Ставку в Москву и Жукова, и Конева и задал им прямой вопрос. Уже были сообщения о том, что союзники готовы взять Берлин первыми. Так он спросил и Жукова, и Конева: так кто будет брать Берлин первым, мы или союзники? Конев первый ответил: будем брать мы, и мы его возьмем. Жуков сказал о том, что к этому готовы войска Первого Белорусского фронта, которые стояли непосредственно напротив Берлина и вели тогда ожесточенные бои вокруг Кюстринского плацдарма. Кстати говоря, вокруг Кюстринского плацдарма, да, есть такие даже эпизоды, когда американская авиация бомбила Берлин, уходила в районе Кюстрина, и за ней шли немецкие мессершмитты. И наши бойцы, наши летчики пытались помочь американцам. Американцы приняли нас за немцев и начали просто стрельбу. Было сбито несколько наших самолетов. Летчики, слава богу, спрыгнули с парашютом. И вот такие эпизоды были очень важны для того, чтобы установить связь разграничительную, где мы можем бомбить, где американцы. Когда мы встретимся, да, на той же самой Эльбе, как мы будем опознавать друг друга, какие будут опознавательные знаки. Для американцев это было 2 зеленые ракеты, для нас 2 красные. Ну, не всегда, конечно, это получалось. Но, тем не менее, эпизодов таких трагических, что называется, дружественного огня, удалось избежать. Жуков потом вспоминал о том, что да, долго шла подготовка к этой берлинской операции, были собраны, да, и сосредоточены огромные войска. Ну, во-первых, Первый Белорусский фронт напротив Берлина, чуть южнее фронт Конева, Первый Украинский, севернее и прикрывать фланги нашей группировки, которая была нацелена на Берлин, должен был фронт Второй Белорусский под командованием маршала Рокоссовского. Это силы 2,5 миллиона человек. Более 7 тысяч танков, более 5 тысяч самолетов. Ну и германские, да, командование сосредоточило в районе Берлина миллионную группировку, которая была также снабжена достаточным количеством танков, 1500, самолетов 3500. Гитлер фактически выбрал теперь политику выжженной земли. Отступая, должны были все уничтожать. Дезертиры, да, или которые устали от войны, готовы были сдаться, немцы должны были расстреливаться на месте. И вот картина того времени, да, когда на дорогах и в самом Берлине висели повешенные немцы, и военные, и гражданские. Гитлер, уходя, да, и желая то, чтобы покончить жизнь самоубийством, решил остаться в Берлине во что бы то ни стало, но вместе с ним, как он считал, должна уйти была и вся немецкая нация. Он говорил и писал, и рассказывал о том, что раз немцы оказались такими, да, то что они не победили Советский Союз, ну тогда они недостойны жить. Должна уйти была со сцены, то есть просто-напросто уничтожена вся германская нация. То есть фактически он обрекал их на уничтожение.
И вот подготовка Берлинской операции завершилась к 16 апреля 1945 года. Жуков потом вспоминал о том, что он хотел как-то поразить противника, да, каким-то неожиданным шагом, каким-то необычным действием. И решено было через каждые 200 метров на участке прорыва поставить прожекторы. Это 100 миллиардов свечей, 140 прожекторов, которые за 2 часа до рассвета осветили поле битвы. Вот эта артиллерийская подготовка, которую наблюдал Жуков, она буквально смела с лица земли вот передовые траншеи. Но дальнейшие боевые действия в районе Зеловских высот, где у немцев имелось укрепление на задних склонах этих высот, она, конечно, создала препятствия, большие препятствия для дальнейшего продвижения советских войск фронта Жукова. И много танков советских было поражено именно как раз во время этой атаки, во время боев за Зеловские высоты. Фронт Конева, который тоже начал наступление 16 апреля, встретил меньшее сопротивление. Дело в том, что еще до начала атаки, до начала наступления, Сталин провел разграничительную черту между фронтом Жукова и фронтом Конева. Но довел ее не до Берлина, а до района чуть-чуть юго-восточнее города. Тем самым как бы давая возможность фронту Конева, если у него создастся более благоприятная обстановка, самому тоже наступать на Берлин. Итак, где-то в конце 19 апреля Конев вел в бой своей танковой армии, это 3-я и 4-я гвардейская танковая армия, и Жуков тоже 1-ю и 2-ю танковые армии тоже вел сражение. Итак, к 21 апреля и фронт Конева, и фронт Жукова вышли пригородом Берлина. Начались непосредственно бои за берлинские кварталы. Потом Жуков вспоминал, кстати говоря, это не только в его мемуарах, но и стенограмма его первой пресс-конференции в начале июня 1945 года перед советскими иностранными журналистами, когда он сказал такую фразу о том, что многие немецкие войска были опрокинуты, да, и понесли поражение еще на подступах к Берлину. Это дало преимущество Красной Армии во время боев за сами берлинские кварталы. Но, тем не менее, город, да, был превращен немцами вот, фактически в неприступную крепость. Траншеи, противотанковые эскарпы, колючая проволока, минные поля. Фактически каждое большое здание, а стены толстые, да, было превращено в такую мини-крепость. И брать это было тяжело. Советские войска подтянули артиллерию не только тяжелой, но и особой, большой мощности. Это 203 миллиметров и 305 миллиметров. Но, тем не менее, в Берлине стояли тогда вот 4 башни, так называемый флаг-турм. Башни зенитные, которые сбивали, прежде всего, американские самолеты во время налетов на Берлин. У них стены были толщиной 3 и более метра. И наша артиллерия не могла даже вот эти башни, да, сходу пробить. Необходимо было несколько выстрелов, чтобы пробить стену этих башен. Конечно, использовались в берлинском гарнизоне, а он насчитывал только берлинский гарнизон 200 тысяч человек, и только часть из них были немцы, а так, да, остальные это эсэсовцы всех мастей. Ну, давайте перечислим, да, дивизия Нордланд, там датчане, там норвежцы, там голландцы, голландские эсэсовцы, да, эстонские эсэсовцы, латышские эсэсовцы, даже украинские националисты, да, были в Берлине, и испанцы в том числе. То есть это люди, головорезы, которые повинны в убийстве мирного населения, военнопленных, руки у которых по локоть в крови, которым терять было нечего, и вот именно вот эти люди, да, защищали непосредственно и центр Берлина, и центр, и Рейхстаг. Люди это даже нельзя применить к ним такое название люди. Это были не люди, да, которые готовы были убивать и которые были приучены убивать. Это были эсэсовцы, это были люди, которые ответственны за массовые зверства и убийства мирного населения. Поэтому бои в Берлине, они были очень ожесточенными. Каждый квартал приходилось брать с боя. Но здесь помогла, конечно, и выучка, и опыт наших войск. Но одним из командующих нашей армии, который штурмовала Берлин, это был командующий, это был генерал Чуйков Василий Иванович, который воевал еще в Сталинграде, защищал Сталинград. И тогда он в Сталинграде создавал штурмовые группы. И теперь в Берлине этот сталинградский опыт весьма и весьма ему помог. Тем более танковые войска. Ну, вот, часто сегодня идут споры, насколько оправдано было применение танков непосредственно в Берлине.
Но дело в том, что да, танк, по крайней мере, это броня. Были фаус-патроны, которые немцы активно использовали, которые прожигали броню наших танков, но наши танкисты научились накладывать на броню вот своего рода экраны. А эти экраны составляли часто матрас, да, или какие-то доски. И вот этот кумулятивный заряд, он прожигал доску, но не доходил до брони. Тем самым экипаж спасался. Тем более танки научились действовать так называемой елочкой. То есть один танк по одной стороне улицы, другой по другой. И каждый прикрывает друг друга и уничтожает вражеские точки по обоим сторонам улицы. Хотя, конечно, потери и в наших стрелковых войсках, и танкистов были достаточно велики. Но помогала здесь авиация. То есть наша авиация, штурмовики постоянно висели над вражескими позициями. И даже когда они израсходовали весь боекомплект, они все равно нависали над немецкими позициями, штурмовали, немцы прятались, и в этот момент совершался рывок наших стрелковых подразделений и штурмовых групп, в которых ходили стрелки, пулеметчики, минометчики, огнеметчики, выкуривая противника непосредственно из домов и из подвальных помещений. И чем ближе продвигались мы к центру Берлина, тем ожесточенное было сопротивление противника. Особенно бои развернулись в районе Шарлоттенбург, в районе аэродрома Темпельсхоф, в районе зоологического сада, да, непосредственно уже в районе Тиргартена. Здесь противник ожесточенно сопротивлялся. А вокруг Рейхстага был создан противотанковый эскарп глубиной 2-3 метра. Берлинское метро тоже было использовано фашистами. Вот интересный момент. Гитлер, да, приказал затопить берлинское метро, а там прятались мирные жители. То есть фактически он обрекал, то есть и в его вот этот изуверский приказ затопить мирных жителей Берлина. И советским солдатам пришлось, да, они спустились в берлинское метро, спасать мирных жителей из воды, вытаскивать, жертвуя тоже своими жизнями. Такое происходило ежечасно, ежедневно и ежечасно. Вот знаменитый эпизод, ведь более 2 миллионов мирных жителей осталось тогда в Берлине. И дети, женщины, старики. И вот советские солдаты, это действительно исторический факт, они, жертвуя своими жизнями, спасали мирных людей. Знаменитый монумент советскому воину-освободителю в Трептов-парке, который был поставлен в 1949 году, скульптор Евгений Вучетич, знаменитый скульптор. Идея постановки такого памятника, по некоторым свидетельствам, принадлежит маршалу Ворошилову, который сказал Сталину, что надо поставить такой памятник в Берлине. Кстати говоря, он должен был вначале держать в руке автомат ППШ, но Сталин якобы лично сказал, пусть будет меч, который поражает фашистскую свастику. А в другой руке маленькая девочка. Это был реальный случай, который произошел утром 30 апреля 1945 года. В районе Ландвер-канала перед аэродромом Темпельсхоф, советские войска, подразделения ожидали огневой поддержки. Вот за огневым валом артиллерии мы должны пойти были вперед, да, и захватить несколько берлинских кварталов. И вдруг наш сержант Николай Масалов услыхал детский плач. Что это? Как это? Девочка, да? Ведь там эсэсовцы сидели, и они могли буквально убить этого ребенка. И Масалов подошел к командиру нашего подразделения и сказал, я должен спасти ребенка. Командир, кстати говоря, сказал, ну куда тебя? Сейчас немцы тебя ухлопают, ты просто погибнешь. Нет, я знаю, как это сделать. И командир, в конце концов, согласился. И вот Николай Масалов перебежками, где-то по-пластунски, он пробрался под мост разрушенный и увидел маленькую девочку над телом своей матери. Мать ее прикрыла телом и была убита немцами же, эсэсовцами. И постоянно повторяла эта девочка: мутер, мутер, мама, мама. И вот Николай Масалов схватил ее, вернул в плащ-палатку и быстро перебежками побежал к своим. Наши прикрыли огнем, и ему удалось это сделать. Да. Он вручил вот этот маленький сверток, маленькую девочку санитаркам нашим, которые ее укрыли. Это был не единичный случай. Известен еще один случай, был такой минчанин, да, белорус Трифон Лукьянович, который, спасая тоже маленького ребенка, по-пластунски передвигался, и когда он ушел уже обратно, да, пуля вражеского снайпера поразила его. Он погиб, но спас эту девочку. Причем у него, да, у этого Лукьяновича, Трифона, вся семья была убита врагами. Кто-то под бомбами, кого-то расстреляли за связь с партизанами, но он спасал немецких детей, потому что советский солдат по природе своей, он не завоеватель.
он освободитель. Вот эта гуманистическая, гуманная миссия спасения детей, женщин, мирных жителей, да, в конце концов, спасение до всей европейской цивилизации тогда была, да, для наших солдат, она превыше всего. И вот вот отвечая на тот вопрос, который я задал с самого начала, сам себе, да, мы шли вот в этот последний решительный бой для того, чтобы спасать мирных жителей. Для того, чтобы мы вот этот лозунг, который был объявлен, кстати говоря, Сталином еще в 1942 году, Гитлеры приходят и уходят, но народ германский остается, но государство германское остается. Вот это был для нас тогда не просто, да, какой-то лозунг и какая-то пропаганда, это был образ поведения всех фактически наших бойцов. И вот бои приблизились непосредственно к самому Рейхстагу. Там было около 1000 человек. И причем большинство эсэсовцев. Там были латыши, эстонцы, как я говорил, да, из дивизии СС Шарлемань, французы и так далее, и же с ними. То есть вот этот такой европейский Евросоюз, да, под нацистской свастикой, которым терять было нечего, обороняли Рейхстаг. И первый штурм Рейхстага, да, 29-30 апреля 1945 года, он окончился неудачей. Лишь после того, как подвели артиллерию, днем 30 апреля начался уже решающий штурм. Каждый из наших бойцов хотел водрузить красный флаг, флажок, какую-то материю красную над Рейхстагом. В окне, либо на колоннах, либо на крыше. Но еще до штурма Рейхстага, до штурма даже Берлина, вот в Третьей ударной армии под командованием генерала Кузнецова, которая была на острие атаки, было вручено 9 штурмовых флагов дивизий, по числу дивизий, которые находились вот в этой армии. И флаг номер 5 был вручен 150-й Идрицкой ордена Кутузова стрелковой дивизии, которая была вместе с 171-й стрелковой дивизией на острие главного удара. И вечером, уже 30 апреля, мы ворвались в Рейхстаг, начались бои за каждый этаж, да, за каждое помещение. И вот эти штурмовые наши группы, они действовали дерзко, смело, решительно, но им оказывали очень жестокое сопротивление. И это где-то в районе 22 часов 30 минут на крыше Рейхстага фигуре, как наши солдаты тогда говорили, богини Победы, да, было водружено штурмовое знамя бойцами из штурмовой группы капитана Макова, в которой ходили Элисименко, Бобров, Загитов, сержант Минин. Вот это было, да, первое знамя на крыше Рейхстага. А спустя несколько часов знамя номер 5, которое облетело, да, весть об этом весь мир, да, было водружено нашими сержантами Михаилом Егоровым, Мелитоном Кантария, которым сопровождал лейтенант Алексей Берест, непосредственно тоже на крыше Рейхстага. Это стало главным символом победы, знаменем победы. Причем знамя победы тогда уже в наших документах проходило именно как знамя победы. Именно тогда, еще в конце апреля 1945 года. Спустя 2 дня оно было водружено теми же людьми, Кантарием и Егоровым, уже непосредственно на куполе Рейхстага. Это была очень рискованная операция. То есть купол Рейхстага, вот это стекло, оно было разбито, и необходимо было вот по этим вантам забираться вперед. И еще стреляли немецкие снайперы. Кстати говоря, у Кантария пилотка была прострелена, а у Егорова штаны пуля прошла, слава богу, не задев. И они даже чуть не сорвались вот с этих вантов, с этой обрешетки купола Рейхстага, но тем не менее водрузили знамя победы над Рейхстагом, и это облетели фотографии вот этого знамени, снятые с нашего самолета, и наши газеты, и газеты всего мира, всей антигитлеровской коалиции. Итак, картина дня. Уже 30 апреля Гитлер покончил жизнь самоубийством, а 1 мая генерал Крепс, начальник генерального штаба, сообщил нашим войскам, да, по радио о том, что, да, Гитлер покончил жизнь самоубийством 30 апреля в 15 часов 50 минут. Жуков немедленно звонит Сталину, сообщает ему об этом. Но дело в том, что Сталин лег спать. Это была глубокая ночь. И генерал Власик, начальник его охраны, сказал: Сталин уже лег спать. Жуков: дело срочное, разбудите. И Сталин, выслушав вот эту информацию от Жукова, сказал: доигрался, подлец. Жаль, что не удалось взять его живым. А уже утром 2 мая командующий немецким гарнизоном берлинским генерал Вейдлинг
вышел к нашим войскам и сказал о том, что мы готовы принять капитуляцию. И подписал приказ о капитуляции спустя час. И 2 мая началась массовая сдача немецких войск в плен. Константин Симонов, наш военный корреспондент, писатель, поэт, который написал знаменитый «Жди меня» еще в 1941 году. Вот он был как раз тогда в Берлине при штабе армии Чуйкова. Именно Чуйков принимал капитуляцию берлинского гарнизона. И вот он рассказывал о том, что вот они сидели, ужинали в штабе Чуйкова и вот разговаривали, да, мы долго думали, от стен Сталинграда, от стен Москвы, вот придем в Берлин, захватим Рейхстаг, захватим рейхсканцелярию, наступит мир. И вот все так и произошло. Мы пришли от Сталинграда в Берлин, захватили Рейхстаг, захватили рейхсканцелярию, и ничто больше, чем смерть Гитлера, сейчас не может нас волновать. Огромные колонны немецких военнопленных идут по Берлину. Навстречу им советские войска, машины, танки, орудия. И вот Симонов тоже говорит, казалось бы, вся Россия сейчас проходит через Берлин. Мы прошли от стен Москвы и Сталинграда до Берлина. Картина дня 2 мая. Безумно уставшие советские войска, солдаты, да, просто валились с ног и засыпали. Спали по несколько часов на брусчатке, на тротуаре, на асфальте. А потом началось паломничество к Рейхстагу. Каждый хотел расписаться, оставить свой автограф, да, мелом, краской, где-то штыком выцарапывали свои фамилии. Мы дошли от стен Москвы, мы из Ленинграда, мы из Сталинграда, да, и расписывались на стенах Рейхстага. И изумленные берлинцы, которые вывешивали вот эти белые полотнища непосредственно из своих окон, они, да, это был страх прежде всего. А как что? Ведь геббельсовская пропаганда твердила постоянно, вот придут дикие варвары и начнут вас убивать, насиловать и так далее. Но что первое они увидели, это полевые походные кухни. И из них, из паломников вот этих больших, наши бойцы наливали вот этим голодным берлинцам, которых Гитлер бросил на произвол судьбы, кашу, супы. И первый комендант Берлина, который еще 24 апреля был назначен, это генерал Берзарин, кстати говоря, есть улица, да, Берзарин, непосредственно в Берлине, он распорядился о том, чтобы доставлять продукты вплоть из Советского Союза, из голодающего Советского Союза. Доставляли картошку, есть фотографии, берлинские женщины разгружают вот эту картошку, которая прибыла из Советского Союза, для того, чтобы накормить голодных берлинцев. А вскоре были развернуты и молочные кухни непосредственно для самих берлинских жителей. Вот это была, конечно, картина дня, и здесь ее никак нельзя забыть, поскольку вот эти первые дни, вот отвечая на второй вопрос, как берлинцы относились, понимаете, ну, конечно, это был страх. Как? Что? Придут советские солдаты. А ведь мы в России сделали такое, они не простят. Но когда мы пришли, первое, что это было, да, это гуманное отношение. Вот наши солдаты часто ловили подростков из Гитлер-Югенда, которые стреляли, до этого стреляли советских солдат из патроны, из стрелкового оружия. Что они делают? Ну, максимум что, да, это ремнем, извините, по заднему месту и пинком под зад беги домой. Да? Мы не убивали мирных жителей. И в этом отношении, конечно, да, вот этот эпизод, и в свое время канцлер Германии Эйзенхауэр, отвечая на вопрос, а как это все было, и почему это было, и почему поведение советских солдат было таким, вот он сказал такую фразу о том, что да, немцы, вот есть такая знаменитая фраза, да, посеешь ветер, пожмешь бурю. А вот немцы посеяли, нацисты посеяли, да, в Советском Союзе бурю, а пожали только ветер. Да, действительно, какие-то эксцессы были, они не могли не происходить. То есть вот был своеобразный такой экзит-пул в одном из советских полков. 95% его бойцов имели убитых родственников в Советском Союзе, которых задушили в газовых камерах, которые погибли в концлагерях, которых расстреляли, которых угнали на рабские работы в Германии. Да, но тем не менее были приказы четкие. Да? За малейшее проявление, да, грабежа, насилия, да, строжайшее наказание, вплоть до расстрела. Вот это да.
Но дело в том, что даже без этих приказов, да, мы чувствовали, что мы не воюем с мирными жителями. Мы пришли как освободители от коричневой чумы. Вот об этом сегодня, мне кажется, надо помнить сегодня в Европе, которая пытается представить Красную армию, ну и, соответственно, современную Россию, наследницу Советского Союза, в негативном свете. Все это есть не что иное, как фальсификация истории. Мы должны защищать свои истории, защищать правду о войне. И прежде всего реальными документами, которые сегодня Центральный архив Министерства обороны опубликует на своем сайте. Сегодня эти документы публикует Российское военно-историческое общество, которое тесно сотрудничает и организации, которая организовала эту лекцию, Россотрудничество. И вот один из вопросов, который мне сейчас задали, я сейчас вижу на своем компьютере, какие еще планы существуют у Российского военно-исторического общества и Россотрудничества. Ну, у нас уже и были проекты, касающиеся конференций, касающиеся выставок, и планшетных в том числе. И в Доме дружбы нашем в Берлине, да, мы тоже развертывали такие выставки и собираемся и дальше развертывать. Но самое главное, чтобы они были не просто доступны, они были интересны. То, чтобы они были на разных языках, и на немецком, и на английском. И то, чтобы как можно больше людей, прежде всего молодого поколения и россиян, и немцев могли увидеть, узнать свою историю. Я сегодня считаю, что в Германии, в Федеративной Республике Германия, отношение к нашим памятникам достойно. Есть какие-то проявления, да, вандализма, но они пресекаются, безусловно, полицией. И это очень приятно, я это отрадно слышу. В отличие, например, от Польши, от Украины, от стран Прибалтики и даже сегодня от Чехии, где в Праге сносится памятник Конева, и на месте его возводится памятная доска в честь коллаборационистов, пособников нацистов, власовцев, которые предали свою родину, и руки у которых по локоть в крови, и которые убивали мирных жителей. Как это можно? Какое сознание должно быть у вот этих местных властей, пражских, Новотного и же с ними, которые устанавливают памятники и доски коллаборационистам, которые убивали, которые повинны в убийстве мирных граждан. Такое простить нельзя. Мы очень сегодня в России обеспокоены за рост неонацизма, который происходит сегодня в ряде стран, и в том числе европейских. Давайте вспомним с вами историю. С чего это все началось? С Германии в 1933 году. Жгли книги выдающихся писателей, поэтов. Сегодня это происходит и на Украине. Запрещается литература, и русская литература в том числе. Сносятся памятники. Тогда это тоже было. И вот нацизм, да, вспомним слова знаменитые Фучика, да, люди, будьте бдительны. И сегодня все россияне, да, ответственные россияне призывают все народы, в том числе и самих себя, будьте бдительны. Такого не должно повториться. Итак, я заканчиваю основное содержание своей лекции. Надеюсь, да, это было полезно для нас. Если есть какие-то вопросы дополнительные, я сейчас смотрю на свой компьютер, но пока вопросов нет, да, ну, что ж, хотелось бы вам пожелать, прежде всего, мирного неба над головой, здоровья, счастья и дальнейшей дружбы между нашими народами. Дружбы между российским народом, дружба между немецким народом, да. У нас была непростая история между нашими странами. Но сегодня, да, я затрудняюсь даже сказать, вот, в каких европейских странах, да, западноевропейских странах, да, существует более нормальные отношения, чем между российским и немецким народом. Я считаю, что эти отношения должны и дальше развиваться, но для этого мы должны помнить нашу реальную, подлинную историю, основанную на документах и фактах. Да. Сейчас еще секундочку. Да. Вопрос. Можно ли виртуально посетить захоронение? Да, конечно. Вот сегодня Российским военно-историческим обществом развернута программа, так называемое «Место памяти». В России и в Европе есть места захоронения, памятные места советских воинов, которые мы оцифровываем, выкладываем фотографии, информацию о этом месте захоронения, да, и призываем всех, да, которые уже в онлайн-режиме, сообщать нам, да, в каком состоянии находится это место захоронения. Если возможно, да, какие-то проблемы существуют с ним, да, чтобы волонтеры сами по зову сердца смогли, ну, привести его в порядок, например. Да.
либо, по крайней мере, да, знать о том, что существует с этим местом захоронения. Итак, место памяти на портале Российского военно-исторического общества история.рф. Таких мест уже более 10 тысяч и в России, и непосредственно в Европе. Посетите, пожалуйста, этот сайт, посетите эту ссылку, да, и многое здесь как раз прояснится. Ну что ж, да, я вижу, вопросов больше нет. Желаю вам крепкого здоровья, спасибо за внимание и до новых встреч. До свидания.